Здравствуйте, меня зовут Наташа Фохтина, и я рада сегодня с вами увидеться на моем мастер-классе. Мастер-класс будет коротенький, я вам покажу, как из вот такой вот простой подставки для пасхальных яичек и из гипса сделать яичко для декорирования, то есть заготовку этого самого яичка из гипса. Но не всегда у нас есть возможность купить деревянные яички. На мой взгляд, проще их сделать самостоятельно. Вот я, например, использую гипс скульптурный, очень его люблю. Я его развожу немножко водичкой, добавляю в него клей ПВА, хорошенько перемешиваю и заливаю вот в эту форму, которую предварительно смазываю вазелином или подсолнечным маслом. В общем-то, никаких хитростей здесь для вас нет, я уверена. Самое главное, эти яички вам хорошенько высушить, вернее, половинки яичек, до того момента, пока вы их решите вынуть из этой формы. А подставку мы с вами как раз в качестве формы для отливки и используем. Лучше оставить их где-то на ночь, чтобы они стали твердыми. И тогда просто спокойненько, да, форма смазана у нас, поэтому заготовочки, наши половинки яичек выходят совершенно из нее замечательно. Единственное, что не устраивает меня, например, в этих заготовках, это то, что при смыкании яичко получается, в общем-то, не очень похожим на яйцо куриное, да, оно немножко уже. Для подвесок, если вы будете делать какие-то, то, в принципе, это нормально, но яичко, которое вы захотите подарить или поставить на подставку или на стол, в качестве украшения пасхального или подарка, конечно же, оно узковатое. Что мы можем сделать? Мы можем сделать увеличивающую форму прослойку. Для этого мы возьмем картон, да, любой толстый картон, который вы найдете дома. Причем замечу, чем толщина картона у вас больше, тем меньше этих самых прослоек, чтобы увеличить ширину яичка, вам нужно будет сделать. Что мы делаем? Все очень просто. Мы кладем на картон. Ну, я, например, люблю использовать переплетный картон. Он так и называется. Продается во многих магазинах для творчества. Я, например, его покупаю в Леонардо. Там он есть всегда. Ну и в интернет-магазинах, в которых продаются товары для скраббукинга, естественно, этот картон есть. Этот мастер-класс я делаю практически в реальном времени. Вот, вырезаю я эту прослойку. Чем мне нравится делать такие яички? Тем, что это очень быстро. И яичко получается очень-очень симпатичное. Ну, практически как настоящее. Вот, собственно говоря, да, детальки, которые я буду вклеивать между двумя половинками. Да, и яичко у меня будет в ширину расти. Ну вот смотрите, например, если у меня есть одна вставочка, к ней я приклею еще одну, затем еще одну и еще одну. Вот 4 вставочки у меня получилось. И прикреплю вторую половинку, то, в общем-то, форму яичка настоящего я и получила. Да, надеюсь, что я вам объясняю понятно. Если у вас картон потоньше, ну, например, вы используете коробку для того, чтобы вот эти вот прослоечки вырезать, их может быть, ну, штучек 6, может быть даже 10, но это не столь важно, потому что когда вы все это склеите, все замечательно будет смотреться. Обращу ваше внимание на то, что, смотрите, я не выравниваю вот эти вот неровные стороны, да, которые получились при заливке. Конечно же, можно их немножечко, если получились прям какие-то некрасивости, и срезать с помощью ножа или наждачной бумаги, но я этого не делаю, потому что этот слой очень адгезийный, шершавый, и вот к нему будет хорошо все крепиться. Теперь я беру горячий пистолет,
вернее, клеевой пистолет. Клей я нагрела уже хорошенечко. И смотрите, что я делаю. Я беру и вклеиваю прослойки. К гипсу очень хорошо клеевой пистолет приклеивает все эти картонные заготовочки. Единственное, что я бы, конечно, посоветовала вам сразу их подрезать по форме яичка, для того, чтобы потом не мучиться с подрезанием более толстых слоев. Ну вот, уже у меня увеличилась моя половинка. Так, беру опять клей. Можно работать клеем ПВА. Ну, в общем-то, любым клеем можно это делать. Просто я хочу вам показать все побыстрее. Итак, приклеиваю следующую. Буду называть ее серединкой нашего яичка. Да, потому что, в общем-то, серединкой это и является наши прослоечки. Резиновым шпателем можно убрать вылезшие излишки клея, потому что, в общем-то, к шпателю этот клей не приклеивается, он легко убирается с металла. Ну и вот, посмотрите, уже увеличилось на большую ширину наше яичко. Дальше клеим. Да, вот так вот просто, да, вы можете в домашних условиях увеличить и формы. Да, не всегда есть возможность найти какую-то форму, которая соответствует по ширине заданному или предполагаемому какому-то изделию. Понятно, что мы форму яичка нашли, а вот ширины нам не хватает. Подрезаем. Ну вот, в принципе, мне, например, достаточно, наверное, вот 3 слоев для того, чтобы яичко уже было похоже на настоящее. Вот, можно, конечно, вклеить и 4-й слой. Сейчас посмотрим, будем мы это идти. Ну, в принципе, я думаю, что можно этого не делать. 3 слоев достаточно. Вот, чем мне еще нравятся эти формы, вернее, не формы, а подставки для яиц, что, как правило, в них довольно много этих ячеек. И из одной формы вы сможете сделать довольно много яичек сразу, этих самых пасхальных. То есть лить не из одной формы, а вы можете сделать сразу, смотрите, какое большое количество. 1, 2, 3, 4, 5, 6, целых 6 яичек из одной формы. То есть, ну, одарить уже довольно большое количество своих друзей. Вот, приклеили. Схватывается просто моментально. Если что-то даже неровно приклеили, потом будет вам сложновато поправить. Так, что мы теперь делаем? А теперь берем и заливаем горячим клеем вот эти вот наши картонные бока. И с помощью шпателя металлического я их выравниваю. Можно это делать, конечно, и с помощью шпаклевки, но это довольно долго. С помощью вот этого клеевого карандаша делается, клеевого пистолета, это делается довольно быстро. В общем-то, способ шпаклевания вы можете выбирать, конечно, сами. Я просто могу вам посоветовать, как облегчить себе работу. Ну, например, да. Потому что можно воспользоваться и нормальной шпаклевкой, и все будет нормально. Просто сохнуть она будет, конечно же, довольно дольше, и нам нужно будет с вами сделать перерыв в работе. А мне бы этого делать не хотелось, а хотелось бы вам сразу показать декор яичка. Вот, смотрите, я разгладила все краешки. Сейчас клей остынет. Вот я смогу его тогда выровнять, как мне уже захочется. Вот так вот просто мы с вами сделали вот такое яичко. Довольно быстро остывает этот клей. Получается
в общем-то, довольно гладкая, закрытая вот эта вот боковинка. Конечно же, клей не делает эту поверхность идеально ровной, поэтому, конечно, можно было бы и шпаклевкой воспользоваться. Просто в мои планы пойдет дальнейшее украшение этого яичка клеевым пистолетом. Я провожу вот такую вот волну. Фестончики у меня выходят на лицевую часть яичка. То есть я его украшаю также этим самым клеем. То есть как бы капельки получаются по краю. Я собираюсь сделать минимальный декор для того, чтобы просто вам показать, как можно украсить этот предмет. Вы можете это делать и более богато. Да, вот такие вот, главное, чтобы капельки были с лицевой стороны. Они могут быть покрупнее, помельче, такие, как вам больше нравятся, такими фестончиками. Если вы не привыкли работать с помощью клеевого пистолета, вы можете это делать пастой для рисования, то есть шпаклевку заправить в шприц-флакон и делать рисунок этой пастой. Я ее, в общем-то, люблю гораздо больше, чем клеевой пистолет, но клеевым пистолетом, конечно же, все это сделать быстрее. Так, если есть какие-то выступающие места, пока клей не остыл, можно их убрать. Ну и можно сделать какой-нибудь смешной рисунок, какую-нибудь волну на средней части, на самой клеевой части нашего яичка. Можно какие-то точки, можно волну. Самое главное, чтобы какой-то рельеф здесь присутствовал. Ну, вот такую вот пимпочку наверху я сделаю. Так, все, ждем, когда клей остынет, и пойдем дальше. Ну вот, застыл весь этот клеевой декор. Теперь берем белый акриловый грунт и окрашиваем наш с вами уже готовое и задекорированное объемным декором яичко. Единственное, что обязательно убирайте вот эти вот клеевые волоски, которые получаются. Они потом будут мешаться, да, когда вы будете приклеивать декупажный декор. А мы с вами будем украшать это яичко в технике декупаж. Да, вот так вот просто прокрашиваем. Я хочу вас предупредить только лишь об одном нюансе, что, конечно же, нужно дождаться, когда это яичко полностью высохнет. Ну, на сутки наверняка уже вы знаете, что нужно оставлять отлитые заготовки из гипса, а то можно и на подольше, потому что ну и краска не будет нормально ложиться на невысохшую заготовку, не приклеиваться ничего нормально не будет. Обязательно дождитесь полного высыхания. Причем обращу ваше внимание, что уже подсохшая гипсовая заготовка будет намного легче, чем только что отлитая или только что вынутая из формы. Уйдет влага и будет очень приятно держать эту заготовку в руках. Вот такая она будет беленькая. Мы ее подсушим и будем декорировать. Вот такое чудесное получается яичко после того, как оно высохнет, после того, как мы его покроем грунтом. Теперь нам нужно взять декупажный мотив. Я вот из салфеточки вырвала фиалочку. И ее я как раз прикреплю с помощью клея для декупажа на серединку яичка. Это будет такое вот украшение, такой декор. Беру и хорошенечко разглаживая салфеточный декор,
его приклеиваю. Можно приклеивать и клеем ПВА, промазывая сверху. Единственное, что не забудьте, что если вы яички декорируете, которые в пищу, то ни в коем случае не используйте ни клеев ПВА, никаких специализированных. Да, достаточно будет использовать или клейстер, или взбитый белок яичный. Самое замечательное для того, чтобы украсить яички на Пасху, которые будете кушать. Вот такая вот получается прелесть, да, нежная и очень милая яичко подарочное. И после того, как подсушили, мы можем взять вот такой вот металлический воск, пасту восковую металлическую, и вот так вот с помощью пальчика немножко украсить выступающие части объемного декора. Можно это сделать бронзовой краской, можно серебряной, можно этого вообще не делать, если это не входит в вашу концепцию, вы хотите просто беленькое яичко получить. Можете вместо клеевого пистолета использовать кружево, то есть кружевной декор какой-то сбоку, приклеить какие-нибудь акриловые бусинки, другой какой-то объемный декор уже готовый, стразы. То есть ваше яичко может преобразиться до неузнаваемости. Самое главное, что вы теперь знаете, как можно создать из подставки для яиц, да, из пластиковой или из любой другой, форму для того самого пасхального декоративного яичка. И я думаю, что вы справитесь с этим заданием очень просто. Да, и у вас будет много подарков на этот чудесный праздник. Вот такое вот симпатичное яичко получилось. Можно немножечко металлика добавить на само яичко, если вы захотите, да, чтобы было ощущение, что оно тоже было металлическое, и тогда цветочек будет как бы на металлическом яичке. Можно это до бесконечности совершенствовать, что-то добавлять, вносить какие-то коррективы. Но хочу сказать одно. Самое главное, что мы с вами разобрались с заготовкой. Придумать, как задекорировать, это не такая большая проблема. А вот где найти или купить заготовку для вашего проекта, это всегда сложность. Причем не всегда есть не столько возможность купить, сколько нет времени, да, или нет средств каких-то. Вот смотрите, получилось вот такое вот, как каменное яичко. Сейчас с этой стороны сделаю его точно таким же. То есть показываю вам просто самые простые варианты, которые приходят мне в голову. Да, просто натираем яичко металлизированной восковой патиной. Да, у меня это бронзовая патина. Очень люблю этот цвет. Оно бы могло стать и серебряным, но просто, как бы, если вспомнить сказку про курочку рябу, то золотое яичко, в общем-то, будет уместно к этому празднику, хотя, да, привыкли уже к яичкам красным, к библейским. Вот таким вот образом можно его металлизировать. Смотрите, как по-провански красиво это смотрится. Но если мы сделали вот такой декор, то мы можем сделать еще одну хитрость. На вот такой вот металлизированной поверхности можно сделать еще одну хитрость. Можно смочить кисточку в воде, обмакнуть ее в белую красочку и сделать вот такой вот легкий наброск. Да, если наброск не идет, значит водички мало. Самое главное не переборщить.
чтобы он был, но чтобы его было чуть-чуть. И яичко будет вот уже таким трогательным. Так можно повернуть, чтобы со всех сторон можно было увидеть. Так, сейчас я подсушу эту сторону и побрызгаю вторую. Ну, вот такая вот красота у нас с вами получилась. Из обычной подставки для яиц, да, вот такая вот пластмассовая в виде цыпленка. Я ее купила за 50 рублей и, в общем-то, совершенно не собиралась ей украшать свой стол. Да, и у нас есть теперь вот такой чудесный подарок в прованском стиле. Я думаю, что такое яичко рады бы были получить не только жители Прованса, но и многие ваши друзья и близкие. Желаю вам новых идей, хороших и разных, и прощаюсь с вами до новых встреч. С вами сегодня была Наташа Фохтина. Всего доброго и до свидания.